Что произошло у меня с организмом после того, как я отказалась от сахара? Всем привет! Вы на канале Лейсан, где я рассказываю, как я похудела на 5 килограмм за месяц, не испытывая чувства голода и с удовольствием продолжаю худеть без всяких срывов. Подписывайтесь на канал и будем худеть вместе. Что произойдет с вашим телом, если вы откажетесь от сахара? Вначале может быть трудно, затем вы привыкнете к ограничениям и наконец получите огромные возможности, которые раньше были от вас просто скрыты. Но ограничивать в рационе нужно только добавленные сахара, то есть не овощи и фрукты. Но на кето-диете есть много фруктов, кстати, тоже нельзя. Сейчас расскажу, какие изменения произошли лично у меня в организме. Итак, через день после отказа от сахара. Один день без сахара, и моя жизнь потеряла яркие краски. Но все зависит от того, насколько сильно вы зависимы от рафината. Первые симптомы отмены могут включать возникновение чувства усталости и упадка сил. Может появиться рассеянность и ощущение подавленности. Если вы долго, например, злоупотребляли сахаром, можете заметить сильную тягу к нему. У меня, по крайней мере, так было. Но поверьте, это пройдет. Я, чтобы бороться с тягой к сладкому, пила и пью воду каждый раз, когда хочется потянуться за десертом. Через неделю отказа от сахара. В первую неделю отказа от сахара у меня был сильный аппетит, постоянные чувства голода, и это может стать серьезной проблемой. Поэтому следует употреблять в пищу продукты, богатые на питательные вещества. Они дадут необходимое ощущение сытости и помогут чувствовать себя лучше. Например, это овощи, фрукты, орехи и полезные растительные жиры, клетчатка также. Если они займут большую часть тарелки, вы заметите больше энергии, сосредоточенности, стабилизируется уровень сахара в крови. Тот, кто привык употреблять пирожные и другие десерты, захочет к ним вернуться. И хотя это очень трудно, лучше перетерпеть. Но выход, конечно же, есть. Я, например, покупаю кето-десерты, потому что мне после ужина обязательно надо пить чай со сладостями. Ссылку, кстати, на интернет-магазин, где я покупаю недорогие кето-сладости с бесплатной доставкой, оставлю в описании под этим видео. Что же произойдет через 2 недели после отказа от сахара? На этом этапе вы находитесь вне опасной зоны. Это значит, что у вас больше шансов начать получать удовольствие от простой здоровой пищи, чем вернуться к прежним привычкам в еде. Зависимость от сахара уже не такой будет сильной. К этому моменту люди обычно чувствуют подъем энергии, рутинные дела им даются легче, а фитнес-тренировки в спортзале становятся более продуктивными. На протяжении всего дня наблюдается высокий уровень энергии. Месяц жизни без добавленных сахаров. Я как раз 1,5 месяца живу без сахара и прекрасно себя чувствую. Целый месяц без чистого рафината в меню – это большое достижение, поверьте мне. Кожа станет лучше, сократится количество высыпаний, вы заметите за собой стремление питаться здоровой и полезной пищей. Если у вас есть лишний вес, он начнет таять просто на глазах. Мне 35 лет, скоро будет уже 36, и я думаю, что у меня кожа в идеальном состоянии. В вашем организме проходят изменения в метаболических реакциях. Ранее вашим основным источником энергии был добавленный сахар, теперь это протеины и полезные жиры из вашего меню. Как я уже сказала, выбор есть всегда. Как результат, тело начнет сжигать собственные жировые запасы, что положительно скажется на объеме талии. Помимо краткосрочных преимуществ, которые получает человек после отказа от сахара, есть долгосрочные, и они выглядят еще более впечатляюще, чем предыдущие. У вас повысятся умственные способности, во-первых, также уменьшится риск многих заболеваний. Отказ от сахара показан не только тем, кто находится в группе риска по сахарному диабету. Он может помочь предупредить формирование других серьезных патологий организма. Употребление слишком большого количества сахара повышает уровень сахара в крови. Со временем высокая концентрация сахара может вызвать инсулинорезистентность, которая наносит вред вашей печени, поджелудочной железе и другим органам. То есть это очень вредно. Также после отказа от сахара я чувствую себя счастливее, энергичнее и реже болею. Но как же отказаться от сахара? Отказаться от сладкого сложно только по психологическим причинам. Например, я иногда, когда пью кофе по утрам, заменяю сахар специями, например, корицей, мускатным орехом или кардамоном, или добавляю стевию либо эритрит.
Что есть, чтобы не повышался сахар? Исключаются продукты, способствующие росту сахара в крови. Это кондитерские изделия, высокоуглеводные фрукты, джемы, конфитюр, варенье, шоколад, мучное, молочные продукты, маргарин и некоторые крупы, также сиропы. В рационе обязательно должна быть пища, содержащая клетчатку. Она не провоцирует повышение глюкозы, помогает восполнить дефицит питательных веществ и энергии. Кстати, качество сна у меня стало выше после того, как я отказалась от сахара, потому что сахар провоцирует выработку кортизола, стрессового гормона, который вызывает бессонницу. Я сейчас быстрее засыпаю и стала лучше высыпаться. Вы похудеете на 1-2 килограмма без дополнительных усилий, потому что из-за сахара в организме задерживается жидкость, и это мешает похудеть. Попробуйте убрать сахар хотя бы на некоторое время, заменить их на полезные сладости, и результат не заставит себя долго ждать. Также подписывайтесь на канал, если видео вам понравилось, ставьте лайк. До скорой встречи, пока!